Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Сегодня у меня незабываемая классика. Потрясающий вкусный торт «Крещатый яр». В нем два вида коржей: шоколадные, бисквитные, тонкие, песочные и хрустящая прослойка из безе с орешками. А также в классическом рецепте два вида вкусного крема. Я же буду готовить с одним, потому что так больше нравится нам. В описании под видео указано количество ингредиентов. Вначале нужно подготовить арахис. Если он сырой, его нужно обжарить на сухой сковородке. Затем я его перекладываю в блендер и измельчаю. Но не совсем до песочной крошки, а так, чтобы оставались крупные фрагменты. И буду замешивать тесто на светлые коржи. Мягкое сливочное масло взбиваю до пышности. Затем добавляю сюда сахарную пудру и на низких оборотах в импульсном режиме вмешиваю в масло. Далее сюда я выкладываю желтки, я их заранее отделила от белков. И снова взбиваю. Когда желтки вмешались, просеиваю сюда муку и буду замешивать тесто. Вначале делаю это лопаткой, а затем просеиваю вторую часть муки и замешиваю тесто руками. Но недолго, помним, что песочное тесто, его нужно быстро собрать просто в один комок. Когда вся мука вмешалась, тесто будет еще липким, но больше я муки не добавляю. Присыпаю стол мукой совсем немного, выкладываю сюда тесто, собираю его все вот так вот в один шарик и обваливаю, просто формирую колбаску. Больше муки ни в коем случае не добавляйте, и тогда получится очень тонкая песочная основа у нас, потому что иначе коржи будут забитые. Я делю это светлое тесто пополам. Одну часть пока убираю под пищевую пленку, а вторую сразу же буду распределять по форме, в которой буду выпекать. Я ее застилаю пергаментом и вот таким образом распределяю прямо руками по форме. Так мне удобнее, потому что тесто очень нежное, тонкое. Если его раскатывать скалкой, то оно будет рваться и не совсем мне удобно. Если прилипают руки к тесту, то слегка окунаю их в муку. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 190 градусов. Ставим туда светлый корж на 10 минут. А пока я буду готовить прослойку из безе. Оставшиеся белки взбиваю со щепоткой соли в крепкую пену. А затем в два приема добавляю сюда сахарную пудру. Вмешиваю на низкой скорости, так что пудра не взлетала вверх. И как только одна часть пудры вмешалась, добавляю сюда оставшуюся. И снова взбиваю до плотности белков. Сильно крепких пиков добиваться не обязательно, достаточно, чтобы белки стали плотными. В конце взбивания добавляю кукурузный крахмал, взбиваю еще примерно минуту, и прослойка из безе готова. Достаю светлый корж из духовки и сразу же на горячий выкладываю половину белковой смеси. Распределяю ровным слоем. И арахис тоже приблизительно делю пополам и посыпаю этот корж арахисом. Снова ставлю в духовку на 15 минут. Как только корж готов, сразу же нужно его убрать на решетку, остывать. И таким же точно способом делаю второй корж из оставшегося светлого теста. Ставлю на 10 минут в духовку, затем сюда сверху выкладываю оставшиеся белки, распределяю и посыпаю оставшимся арахисом. Снова на 15 минут в духовку. Сразу же корж нужно убирать с формы, чтобы он не мокрел. И теперь я буду готовить шоколадное тесто. Снова я отделила заранее желтки от белков. Белки взбиваю со щепоткой соли до пены. Затем всыпаю сахар, взбиваю до плотности. Выкладываю желтки и снова взбиваю. В сите соединяю муку, разрыхлитель и какао. Просеиваю во взбитые яйца.
И аккуратно на низкой скорости вмешиваю сухие ингредиенты. Лопаткой вот так помогаю, чтобы все было равномерно. Вливаю молоко. Снова вмешиваю на низкой скорости. И в конце добавляю растопленное сливочное масло, которое я заранее растопила и охладила. И получается вот такое вот шоколадное тесто. Ту же форму, в которой мы выпекали светлые коржи, застилаю пергаментом, выливаю сюда все шоколадное тесто, распределяю ровным слоем. Духовка должна быть разогрета на 175 градусов. Такой корж выпекается примерно 30-35 минут. Смотрите по своей духовке. Готовлю крем. Мягкое сливочное масло взбиваю до пышности, а затем тонкой струйкой вливаю сюда сгущенное молоко и продолжаю взбивать до объединения ингредиентов и до пышности крема. Также сюда по желанию можно добавить любой ароматизатор или ванильный сахар. В конце добавляю чайную ложку с горкой какао и на низкой скорости вмешиваю в крем. Получается очень вкусный, пышный, нежный крем, который вот такой сначала по консистенции, а затем, когда его поставим в холодильник, он станет еще более плотным. Шоколадный корж у меня готов, его тоже нужно полностью остудить на решетке, затем я его разрезаю пополам. И также точно пополам разрезаю 2 светлых коржа. В итоге у нас должно получиться 2 шоколадных коржа и 4 светлых. Собираю торт. На поднос выкладываю шоколадный корж и пропитываю кофе. У меня обычный растворимый, слегка теплый. Далее крем примерно нужно разделить на 5 частей. И 1/5 я наношу на шоколадный корж. Промазываю ровным слоем. Далее выкладываю светлый корж. Также точно наношу 1 часть крема. И далее по очереди выкладываю все светлые коржи. Тут немножко уголок у меня поломался, но ничего страшного. Вообще тесто это очень крохкое, песочные коржи, они такие прямо тающие. Поэтому, конечно, нужно аккуратно работать с ними. И обязательно все коржи должны быть полностью остывшими. Только в этом случае уже можно собирать торт. И тогда они у вас не отсыреют, и торт действительно будет очень хрустящий внутри. Безе останется сухим, хрустящим, очень вкусным. В какой-то степени внутренность торта напоминает киевский. Ну, конечно, это разные торты, но, по крайней мере, здесь тоже остается хрустящее безе. Оно не мокреет, если все сделать правильно, так как я вам показываю, рассказываю в этом видео. Никаких секретов я не утаиваю, поэтому если даже что-то у вас не получается, друзья, то поверьте мне, это не потому, что я вам чего-то не договариваю. И далее, когда я собрала торт полностью из светлых коржей, я накрываю оставшимся шоколадным, пропитываю его тоже кофе. И далее его можно уже украсить по своему усмотрению, хотя этот торт по классике не украшается никак. Я же его посыпала просто растворимым какао. Обязательно торт нужно поставить на ночь в холодильник. Бока вот так слегка еще промазываю выделившимся кремом и больше никак не украшаем. И на следующий день я срезаю края, которые тоже благополучно съедаются, и затем нарезаю порционно на вот такие вот красивые пирожные. Очень хрустящие коржи, даже на видео видно, как они с усилием разрезаются. Бисквит мягкий, пропитанный, а внутренние коржи все остаются хрустящими. Это очень вкусно. Действительно, друзья, потрясающий торт. И я бы не сказала, что он очень сложный в выпечке. Так что обязательно попробуйте. Я желаю вам приятного аппетита, отличного настроения. Благодарю вас за просмотры, лайки, поддержку. Смотрите другие мои видео и подписывайтесь на канал. Всем мира и добра. Пока!